Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом сосисок в тесте. Формую булочки двумя способами. Сосиски в тесте – это отличный перекус. Их можно взять с собой в дорогу, дать детям в школу. А готовятся они проще простого, из самых обычных продуктов. Рекомендую приготовить их и попробовать. Булочки такие пышные, воздушные. Сюда внутрь можно еще налить кетчуп. Выглядит все очень аппетитно. Для приготовления теста мне понадобится в теплом молоке разведу дрожжи. Сначала всыпаю сахар и всыпаю дрожжи. Перемешиваю. Оставлю постоять минут 5-7. В миску просеиваю муку. Добавляю соль, перемешиваю. Дрожжи замечательно подошли. Вливаю дрожжи в муку. Добавляю яйцо. Замешиваю тесто. Добавляю растопленное сливочное масло. Муки для рецепта может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Мука везде разная, поэтому смотрите по консистенции теста. У меня сейчас тесто получилось немного липковатым. Я добавлю сюда буквально граммов 20 муки. И перейду к замешиванию на столе. Буду вымешивать его примерно 7-8 минут, пока тесто не перестанет прилипать к столу и к рукам. Муку сюда я больше добавлять не буду. Посмотрите в итоге, какое тесто у меня получилось. Оно абсолютно отстает от стола и отстает от рук. Руки слегка смазываю растительным маслом. Беру чистую миску. Также смазываю растительным маслом. Подбираю тесто, подкатываю его в шар. Перекладываю в миску, закрываю его пленкой и отправляю на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Тесто великолепно подошло. Достаю его из миски. Слегка его обминаю и разделю на 16 равных частей. У меня будет 16 булочек. Вес каждого кусочка примерно по 60 граммов. Все кусочки подкатываю в шар. Накрываю все пленкой и оставлю отдохнуть минут на 5. Сосиски я заранее достала из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры, так как, конечно, дрожжевое тесто не любит холода. Сегодня я буду делать 2 вида булочек. Одни будут с целой сосиской. Я у сосиски срезаю хвостики, так она в тесте будет смотреться более красиво. Сосиски у меня в натуральной оболочке, поэтому я их не чищу. И для второго вида булочек мне надо сосиску разрезать на 3 части. Таким образом я подготовила все сосиски. Покажу первый способ формовки булочек. Переворачиваю тесто, немного его растягиваю и защипываю. И теперь раскатываю в жгутик. Длина жгутика у меня получилась примерно 51 сантиметр. Беру сосиску и, немного подтягивая тесто, накручиваю его на сосиску. Тесто выкладываю просто вот таким образом рядом, слегка под наклоном. И в конце тоже немного скрепляю. Получается вот такая сосиска в тесте. Сформированную булочку перекладываю на противень. Стараемся выложить швом вниз. Первую партию булочек накрываю сверху пленкой и оставляю на расстойке примерно на 20-25 минут. И покажу еще один способ формовки булочек. Точно так же раскатываю жгутик. Сначала разминаю кусочек теста в лепешку, защипываю и раскатываю жгутик. Длина жгутика также примерно 50-52 сантиметра. Теперь жгутик я складываю вот таким образом, чтобы 2 конца были одинаковые. Беру сосиски, переплетаю. Хвостик поджимаю внутрь. Получается вот такая булочка. Перекладываю сформованные булочки на противень. Вторую партию булочек также накрываю сверху пленкой и оставляю на расстойке.
Первая партия булочек хорошо подошла. Чтобы они получились красивыми и румяными, сверху их смажу желтком и молоком. А также по желанию сверху можно присыпать булочки кунжутом. И первую партию сосисок в тесте я отправляю в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Вторую партию булочек точно так же смазываю яичным желтком и молоком. Но сверху я их буду присыпать не кунжутом, а небольшим количеством сыра. Конечно, это по желанию. Если вы хотите, вы также можете их присыпать кунжутом, либо оставить просто так. Первую партию сосисок в тесте я достала из духовки. Вы только посмотрите, какие они классные получились. Такие легкие, воздушные. И, конечно, сразу же отправляю выпекаться вторую партию. Также при температуре 200 градусов на 20 минут. Сосиски в тесте перекладываю на решетку и оставлю немного остыть. Сейчас тесто получается сверху еще хрустящее, но когда булочки остынут, они станут мягкими. Вторая партия булочек также уже готова. Посмотрите, как красиво сверху подрумянился сыр. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!